Трагические события судна лихтеровоза «Рокша». Лихтеровоз «Рокша» – это огромная специально оборудованная баржа водоизмещением 4,5 тысячи тонн, длиной 94 метра и шириной до 13 метров. Он принимал на борт 3750 тонн агломерата, температура которого составляла от 600 до 650 градусов. На барже находилось 13 человек во главе с женщиной-капитаном Ханифа Шарафуддинова-Шибаева. Судна-агломератовозы назывались огненным флотом, следовавшие из Керчи в Мариуполь. Агломерат – это рудный концентрат, полученный в процессе агломерации. Спекшиеся в куски мелкие, часто пылевидные, руда размерами 5-100 мм с незначительным содержанием. Агломерат получают при обжигании железных и свинцовых руд, цинковых концентратов. В черной металлургии является основным железорудным сырьем для получения чугуна в доменной печи. В начале 1930-х строился завод «Азовсталь». В районе Керчи в те годы активно разрабатывали Камыш-Бурунское железорудное месторождение. В 1952 году на возведенном горно-обогатительном комбинате начали производить промежуточный продукт для выплавки металла, судно-агломерат «Рокша», и транспортировал его Азовским морем на Азовсталь. Вначале агломерат переправляли охлажденным до плюс 300 градусов, позже впоследствии при температуре до плюс 800 градусов. Членам экипажа была повышенная оплата за повышенный риск. Горячий агломерат переваливали на баржи в Камыш-Бурунском порту, и огненный флот следовал из Керчи в Мариуполь. Агломерат грузили с колес, баржи двигались регулярно. За 3 десятилетия поток таких грузов возрос с 4,5 до 9 миллионов тонн в год. И все же полвека назад еще не хватало ритмичности доставки агломерата морем для бесперебойной работы азовстальских доменщиков. Баржи, работавшие на агломератной линии, были старыми и изношенными, нередко случались неполадки, аварий. Дирекция Азовстали обратилась в Совет министров с просьбой обязать Министерство морского флота страны безотлагательно решить проблемный вопрос. В итоге из Северного пароходства Азовскому управлению передали 9 лихтеров, агломератовозов, грузоподъемностью 3 с лишним тысячи тонн каждый, вместе с буксирами. Конвейер, Керченский рудник, аглофабрика, Мариупольская домна задействовали более энергично, суда курсировали почти безостановочно, невзирая на непогоду. Ранним утром 29 октября 1968 года морской буксир «Коммунист» Азовского морского пароходства вывел «Рокшу» в море из порта Камыш-Бурун, взяв курс на порт Азовсталь. Как отмечали впоследствии общественные исследователи кораблекрушения, сильный ветер Норд-Ост трепал судно в течение всего маршрута. А ночью 6-7-бальный шторм обрушился на баржу недалеко от Мариуполя, в 17,5 милях к юго-востоку от южной оконечности Бердянской косы. В море разыгралась трагедия, наружная обшивка баржи дала течь. Внутренняя термостойкая обшивка также не выдержала ударов. Холодная вода проникла в трюм и фактически вызвала взрыв от взаимодействия с горячим агломератом. Получивший около 700 тонн морской воды, лихтер опрокинулся и затонул. На буксире, тянувшем баржу из Керчи, с ужасом увидели огромное облако пара на месте лихтера. Команда буксира так и не смогла спасти пострадавших. Погибли все находившиеся на барже 13 членов экипажа и несколько попутчиков-пассажиров, которые не смогли приобрести билеты на другие суда, идущие из Керчи в направлении Мариуполя. Большинство из них успели надеть спасательные жилеты, но их погубил горячий пар. Море разбросало тела погибших. Можно представить весь тот ад, в который попали моряки. Обстоятельства крушения агломератовоза «Рокша» рассматривала специальная правительственная комиссия. Причины аварии, говорили моряки тех лет бывшего агломерата, не вполне ясны. Судостроители предполагали, что течь возникла из-за износа корпуса. Такого же мнения остался боцман «Рокши» Венедикт Грошев,
случайно не попавший в роковой рейс. Он подтверждал, что лихтер был старым, проржавевшим, регистровый срок судовых механизмов оказался уже выработан, судно вышло в рейс без регистровых документов. Но план перевозок агломерата срывался, и его выполняли любой ценой. По рассказам бывшего механика-наставника Азовского морского пароходства мариуполец Виктор Серов, агломератовоз «Рокша» действительно большая несамоходная баржа, двигателя там не было, стоял только маленький котел. В процессе шторма в море «Рокша», которую тянул на буксире коммунист, легла на бок. Видимо, лопнул или оторвался 50 или 60-метровый буксирный трос, закрепленный между буксиром и лихтером. Судно «Рокша», затонувшее на глубине 11 метров, представляло навигационную опасность, и судно оградили светящимися буями. В администрации морских портов решили убрать «Рокшу» с фарватера. Взрывами корпус разделили на несколько частей и впоследствии вытащили все, кроме носовой части. Работу по подъему остатков корпуса планировали завершить летом 1973 года. У носовой части «Рокши» выставили 2 буя. Капитан 2-го ранга Борис Соколов, долгие годы служивший начальником Керчь Азовского района гидрографической службы ЧФ, рассказывал сослуживцам, что в ту же зиму ночью и передали. Греческое судно «Агиас Николеос», груженное углем, следовало с лоцманом на борту из Бердянска и ночью наткнулось на остатки корпуса «Рокши», так как буи не горели. Экипаж грека в итоге спасли. На следующий год аварийно-спасательная служба отправила 3-тонный кран, чтобы поднять остатки «Рокши», но найти их не удалось. Буи стояли на месте, а часть судна «Рокши» не было. Возникла версия, что остатки лихтера украли на металлолом. Это была фантазия. Она весила около 150 тонн, а мощный кран, способный поднять, был один в Азовском море. Он был уверен, носовая часть «Рокши» была передвинута льдами, мощность покрова которых в ту зиму достигала 60-80 см в северной части Азовского моря. Эта трагедия потрясла город. Экипаж лихтера, точнее то, что от него осталось, похоронили с почестями на местном Кировском кладбище. Но огненную линию продолжали использовать и далее. Правда, было принято решение срочно строить специализированные суда-агломератовозы. На смену «Рокши» пустили лихтеры «Вига» и «Кавказ» и буксир «Громкий». 29 октября 2018 года в Мариуполе на площади воинов-освободителей у памятного знака «Якорь» состоялась акция памяти 13 членов экипажа лихтеровоза «Рокша», погибших 50 лет назад.